свистать всех в Ормузский пролив. Трамп призвал Китай, Францию, Японию и другие страны защитить ключевой нефтяной маршрут. Главе Белого дома советуют досрочно объявить о победе в Иране и предупреждают о катастрофических последствиях для стран Персидского залива. Иран атаковал отделения американских банков в Дубае и Манаме и призвал срочно эвакуировать все предприятия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. На Кубе массовые протесты из-за затяжных блэкаутов и критической нехватки продовольствия. В городе Марон подожгли штаб-квартиру Коммунистической партии. Над посольством Соединенных Штатов в Венесуэле впервые за 7 лет снова подняли американский флаг. Этапы Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии отменяют из-за войны с Ираном. Предварительные убытки оценивают в $100 миллионов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США инициируют создание новой системы международной безопасности в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Дональд Трамп. По словам Трампа, после полной военной и экономической победы Штатов над Ираном, страны, получающие нефть через этот пролив, должны самостоятельно заботиться о безопасности этого пути при поддержке Вашингтона. Трамп обратился, в частности, к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить свои корабли через Ормузский пролив. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать существенную помощь в организации охраны пролива. США разгромили и полностью уничтожили Иран как в военном, так и в экономическом плане и во всех остальных отношениях. Но страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе. И мы поможем. Очень много. США также скоординируют действия с этими странами, чтобы все прошло быстро, гладко и хорошо. Это всегда должно было быть командным усилием. И теперь так и будет. Это объединит мир в стремлении к гармонии, безопасности и вечному миру. Между тем, член Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив не будет открыт для судоходства и что ни одному американскому судну не будет разрешено войти в Персидский залив. Кроме того, Штаты должны покинуть регион Персидского залива и компенсировать Ирану все убытки, чтобы война закончилась. Ормузский пролив не будет открыт для судоходства. Ни одному американскому военно-морскому судну не будет разрешено войти в Персидский залив. Присутствие Америки в Персидском заливе является основной причиной нестабильности за последние 50 лет. Невозможно установить безопасность в регионе без ухода Америки из Персидского залива и установления странами региона контроля над Ормузским проливом, в частности, нами и Оманом, которые находятся по обе стороны пролива. Как закончится эта война, зависит от нас. Советник президента США по искусственному интеллекту и криптовалюте Дэвид Сакс заявил о подходящем моменте для объявления победы Штатов над Ираном и выхода из конфликта. Во время подкаста All In Sacks высказал опасение, что Исламская республика продолжит бить по нефтяным и газовым объектам в странах Персидского залива, что сделает регион практически непригодным для жизни. Также он добавил, что если война на Ближнем Востоке будет продолжаться неделями или месяцами, это может привести к уничтожению Израиля. Системы ПВО Израиля могут быть истощены, и тогда риск применения ядерного оружия увеличивается в разы. Аналитики отмечают, что заявление Сакса прозвучало после того, как Иран пригрозил ударить по объектам Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle и других американских компаний на Ближнем Востоке. Мы значительно ослабили возможности Ирана. Их армия, флот, военно-воздушные силы — все уничтожено. Сейчас хорошее время, чтобы объявить о победе и уйти, и это, очевидно, то, что хотели бы видеть рынки. Однако вы видите, что часть людей, я бы сказал, в основном в республиканской партии хотят эскалировать войну и призывают к таким вещам, как наземные войска или смена режима. Или они просто хотят, чтобы бомбардировки Ирана продолжались и продолжались. Я видел статью в Wall Street Journal, в которой говорилось, что нам не следует пытаться найти выход, а нужно просто продолжать в том же духе. И я просто хочу, как мне кажется, изложить некоторые риски, которые может повлечь за собой эскалационный подход. Итак, во-первых, мы все видим, что проливы для сейчас закрыты. Мы не хотим, чтобы это продолжалось дольше, чем необходимо. Но на самом деле есть и худшие последствия. Так что если Иран пострадает, если пострадает его нефтегазовая инфраструктура, они уже заявили, что собираются применить ответные меры против государств Персидского залива. И мы видели, что недавно иранцы взорвали гигантское нефтяное хранилище в Омане. Вы видели некоторые из этих изображений.
Они могут продолжить атаковать нефтегазовую инфраструктуру в странах Персидского залива. И если это произойдет, то открытие проливов уже не будет иметь значения, потому что вы не сможете возобновить добычу нефти и газа на Ближнем Востоке. Так что это, я думаю, будет гораздо худшим исходом, который может возникнуть в результате эскалации. Более того, есть еще намного худший сценарий. Этот регион очень зависит от опреснительных установок. Я думаю, что около 70% Риада получает воду из опреснительных установок. Если война и удары продолжатся, это может сделать Персидский залив почти непригодным для жизни. Если у вас не будет воды для 100 миллионов человек, это конец. Это был бы поистине катастрофический сценарий, и я предупреждаю о разрушении государств Персидского залива экономически, а также с гуманитарной точки зрения. Мы должны учитывать подобные вещи. С начала конфликта на Ближнем Востоке в Ормузском проливе и Оманском заливе были атакованы по меньшей мере 17 судов. Об этом сообщает United Kingdom Maritime Trade Operations. По данным организации, в результате атак погиб как минимум 1 человек, гражданин Индии. Первая серия атак произошла 1 марта. 2 танкера были поражены снарядами в Ормузском проливе, еще 1 во время стоянки в Бахрейне. Позже танкер Вийом был атакован в Оманском заливе, где погиб 1 человек. В тот же день еще одно судно в Персидском заливе оказалось рядом с местом взрыва снаряда. 3 марта 2 судна подверглись ударам снарядов, когда находились на якоре в Оманском заливе, а рядом с Балкером был замечен беспилотник. 4 марта на борту 2 судов произошли взрывы в Персидском заливе, а еще 1 снаряд взорвался примерно в 1 морской миле от дрейфующего судна. 6 марта снарядами был поражен буксир в Ормузском проливе. А 7 марта беспилотник атаковал морскую буровую платформу в Персидском заливе, в результате чего несколько человек получили ранения, и персонал был эвакуирован. Новые атаки продолжились от 10 до 12 марта. Были повреждены несколько судов, включая контейнеровоз «Майори Нари», а на одном из суден вспыхнул пожар. Иранские беспилотники атаковали отделение американского банка Citibank в Дубае и столице Бахрейна, Манаме, сообщает иранское агентство Тасним. Корпус стражей Исламской революции подтвердил нанесение ударов, отметив, что они стали ответом на недавние атаки против 2 иранских банков. Представитель КСИР Али Мохаммад Наини предупредил, что если агрессия повторится, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью. После инцидента некоторые международные банки вывели своих сотрудников из зданий и продолжили часть своей деятельности дистанционно. Также из-за роста беспокойства относительно безопасности региональные отделения Citibank объявили о временной приостановке некоторых своих видов деятельности в Эмиратах. Бахрейн также является одним из важных центров военного и экономического присутствия американцев в Персидском заливе, а также местом базирования 5-го флота Соединенных Штатов. Дроны ударили по посольству Соединенных Штатов в иракском Багдаде. После атаки здание охватил огонь. Возле него видны огромные клубы черного дыма. Предварительно целью оказались системы противовоздушной обороны, которые расположены на территории диппредставительства. Местные власти полностью перекрыли зеленую зону в центре иракской столицы. Там находится большинство правительственных учреждений Ирака и посольства многих стран, в том числе Соединенных Штатов. Иракский канал Sabrin News утверждает, что удар по базе могли нанести местные шиитские группировки, которые поддерживают Иран. Корпус стражей Исламской революции пригрозил ударами по предприятиям на Ближнем Востоке. В своем заявлении КСИР предупредил Штаты о необходимости эвакуации. Мы предупреждаем режим США о необходимости эвакуировать все американские предприятия в регионе и просим жителей районов вокруг промышленных заводов, в которых американцы являются акционерами, покинуть их, чтобы избежать вреда, говорится в заявлении. Также утверждается, что за последние 48 часов США и Израиль наносили удары по гражданским промышленным объектам в Иране, в результате чего погибли рабочие, находившиеся на предприятиях во время бомбардировок. В ответ КСИР заявил, что все американские промышленные предприятия в регионе, а также компании с участием американского капитала, теперь считаются законными военными целями. Министр иностранных дел Ирана заявил, что воздушные силы страны готовы нанести ответный удар в случае атаки на иранскую нефтяную и энергетическую инфраструктуру. Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран будет атаковать любую энергетическую инфраструктуру в регионе, которая принадлежит американским компаниям или в которой американские компании являются акционерами,
Аракчи также заявил, что никогда не говорил о намерении создавать ядерные бомбы. Он подчеркнул, что Иран даже был готов пойти на серьезные уступки. Разбавить материал, снизить уровень обогащения до более низких значений. Я хотел бы начать с новостей, появившихся за ночь, о том, что Штаты нанесли военный удар по острову Харк. Президент Соединенных Штатов заявил, что из соображений приличия решил не уничтожать всю нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо еще вмешается, он немедленно пересмотрит это решение. Позвольте мне начать с вопроса о том, что произошло на острове Харк и какова реакция Ирана на эти удары. Я думаю, наши вооруженные силы уже ответили, что они нанесут ответный удар, если наша нефтяная и энергетическая инфраструктура будет атакована. И они атакуют любую энергетическую инфраструктуру в регионе, которая принадлежит американской компании или в которой американская компания является ее акционером. Так что реакция будет ясна. Прошлой ночью они атаковали остров Харк и остров Абу-Муса, используя артиллерийскую ракетную систему, «Хаймарс», как они ее называют, которая представляет собой ракеты малой дальности, и они сделали это с территории наших соседей. И совершенно ясно, что сейчас они используют территорию наших соседей для нападения на нас с помощью таких ракет. Позвольте мне еще спросить вас о переговорах перед началом войны. Вы считаете, что Стив Уитков и Джаред Кушнер были добросовестными переговорщиками, передававшими точную информацию в Белый дом о позиции Ирана во время этих переговоров? Были сообщения о том, что вы кричали на них, что вы угрожали, что обогащали уран для создания 11 ядерных боеголовок. Я хочу, чтобы вы внесли ясность в отношении этих переговоров в последние дни перед войной. Я не знаю, что они передали своему начальнику. Я знаю только то, что 26 февраля, когда мы встретились в Женеве, и нам удалось добиться значительного прогресса. Как заявил министр Аманаи, посредник сказал, что это был существенный прогресс. И прежде чем он опубликовал свой твит, он прочитал его обеим делегациям, и мы приняли, что да, это правильное выражение того, что мы достигли за сегодня. То, что говорят ваши чиновники, я понимаю, зачем они делают такие вещи, они хотят оправдать этот безусловный акт агрессии. Я никогда не говорил, что мы собираемся делать бомбы. Я сказал, что у нас есть 440 килограммов материала, обогащенного до 60%. И это не было секретом. Это то, что упоминается в отчетах МАГАТЭ. Итак, я сказал, смотрите, это упомянуто в отчете, этого количества при дальнейшем обогащении может хватить на 10 бомб, как утверждают ваши собственные эксперты. Поэтому мы готовы отказаться от них, мы готовы разбавить их, снизить степень обогащения до более низких уровней. И говоря это, я хотел показать, что уступка, на которую мы идем, действительно очень велика. Председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи пригрозил Украине возможными ударами, обвинив Киев в помощи Израилю на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке. Расстояние между Украиной и Ираном по прямой составляет около 1500 километров между южными регионами Украины и севером Ирана, тогда как расстояние от Киева до Тегерана примерно 2300 километров. Несмотря на это, ряд иранских баллистических ракет способны преодолеть такую дистанцию. В частности, ракеты Хоррам-Шахр или ее новая версия Хайбар имеют дальность около 2000 километров, а двухступенчатая Седжл — до 2500 километров. Также на вооружении Тегерана находятся ракеты семейства Шахаб-3 с дальностью до 2000 километров, а ракета Эмад может поражать цели на расстоянии до 1800 километров. Кроме баллистических ракет, Иран располагает ударными беспилотниками большой дальности, такими как Шахед, Араш и Махаджер, способными преодолевать более 2000 километров. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже получил более 10 обращений от стран Ближнего Востока с просьбой поделиться опытом противодействия ударным дронам. По словам Зеленского, Киев не боится открытия второго фронта. Иран фактически участвует в войне против Украины с 2022 года, поставляя России беспилотники, которые применяются для ударов по украинской территории. Мы знаем, как запускались первые шахеды. Русских операторов не было. Были операторы другой страны. Страны, откуда приехали шахеды, но потому что нужно было их обучать.
И они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить о том, откроем мы второй фронт или не откроем, не приходится. Иранцы давно воюют на стороне России. И по документам, и в реальных действиях. Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал Украине просьбу о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает агентство ИНЕТ. Причиной назван имеющийся обширный опыт Украины в перехвате беспилотников иранского производства. Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук подтвердил запрос, отметив, что из-за ограничений по графику звонок еще не состоялся, но он надеется, что Нетаньяху и Зеленский проведут переговоры в начале недели. Ранее Зеленский предложил государствам Ближнего Востока помощь в борьбе с иранскими дронами в обмен на их усилия по достижению мира в его стране. Позже он говорил, что Украина получила более 10 обращений от стран Европы, Ближнего Востока с просьбой помочь в противодействии ударным беспилотникам. Агентство Reuters опубликовало кадры повседневной жизни в Тегеране, снятые во время священного месяца Рамадан. На видео видно, как жители столицы выстраиваются в очереди у ресторанов за едой на вынос, чтобы встретить вечерний ифтар, первый прием пищи после дневного поста. По словам местных жителей, улицы стали заметно тише, а многие предприятия и малый бизнес серьезно пострадали из-за войны и экономических потрясений. Многие идут на работу со страхом и даже прощаются с близкими так, будто могут не вернуться. При этом, несмотря на падение числа клиентов и тяжелую обстановку, некоторые заведения продолжают работать, а люди пытаются сохранять хотя бы видимость обычной жизни в городе. Улицы стали немного тише. Из-за войны и связанной с ней ситуации настроение людей немного подавленное. Они больше не выходят на улицу, даже в выходные, праздничные дни на улицах не так многолюдно. Выходишь, и сразу такое мрачное и страшное ощущение. Ситуация с работой плохая. В каком-то смысле у нас практически нет работы вообще. Мы работаем в ресторане, но у нас практически нет продаж и нет клиентов. Да, и в целом ситуация ужасная. Каждый день мы боимся. Каждый день мы приходим на работу со страхом. И когда мы хотим попрощаться с родителями, мы крепко обнимаем их, потому что есть вероятность, что мы можем не вернуться. Количество наших клиентов значительно уменьшилось в связи с войной. Но даже несмотря на это, у нас по-прежнему много посетителей по сравнению с другими местами. Я был здесь и во время 12-дневной войны в 2025 году, но все мои друзья уехали из города. Моя семья, моя жена, все уехали. Я остался здесь. Мне звонили и спрашивали: «Ты не боишься?» Я отвечал: «Нет, чего мне бояться? Мы просто делаем свою работу, а они проводят удары. Но если присмотреться, они не нацеливаются на жилые районы. Куда бы я ни ходил и где были разрушения, я видел военные объекты. Мы не подходим к таким местам, держимся от них на расстоянии». На Кубе вспыхнули массовые протесты из-за затяжных блэкаутов и критической нехватки продовольствия. В городе Марон демонстранты штурмовали и подожгли муниципальную штаб-квартиру коммунистической партии. По свидетельствам в соцсетях, протестующие забросали здание камнями и подожгли мебель в приемной. В ходе столкновений также пострадали государственная аптека и магазин. Силовики пытались разогнать демонстрантов, задействовав спецподразделения и служебных собак. Местный журналист Хосе Рауль Гальего сообщил, что во время столкновений один из протестующих получил огнестрельное ранение в бедро. Демонстрация в Мароне была одной из череды массовых протестов, охвативших различные регионы Кубы. Экономическая ситуация на острове стала критической. Жители столкнулись с нехваткой топлива, продуктов питания и тотальными отключениями электроснабжения. Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые официально подтвердил, что его правительство ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа после 3 месяцев фактической нефтяной блокады острова. Он также написал в соцсети, что считает все жалобы жителей острова законными, однако не допустит вандализма. Понятно, что длительные отключения электроэнергии в результате энергетической блокады Штатов, жестоко усиленной в последние месяцы, вызывают беспокойство в нашем обществе. И жалобы и требования законны, при условии, что они предъявляются с гражданской ответственностью и уважением к общественному порядку. Что никогда не будет понятным, оправданным или терпимым, так это насилие и вандализм, которые угрожают общественному миру и безопасности наших учреждений. За вандализм и насилие не будет безнаказанности. Общественные протесты, особенно насильственные, на Кубе случаются крайне редко. В течение прошлой недели несколько небольших групп жителей Гаваны стучали по кастрюлям в знак протеста против длительных отключений электроэнергии. В понедельник студенты устроили сидячий протест на лестнице Гаванского университета,
после того, как правительство приостановило очные занятия. Дефицит топлива значительно сократил работу общественного транспорта, что затруднило, а то и сделало невозможным, встречу преподавателей и студентов для проведения лекций. Над посольством Соединенных Штатов в Венесуэле впервые за 7 лет снова подняли американский флаг. Это произошло после военной операции США, в результате которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. Дипломатические отношения между странами были разорваны еще в 2019 году, когда Мадуро объявил о разрыве связей с Вашингтоном после решения президента Дональда Трампа признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны. Вскоре после этого Государственный департамент США отозвал весь дипломатический персонал из посольства и приостановил его работу на фоне политического кризиса, гиперинфляции и масштабных отключений электроэнергии. Теперь же в дипмиссии сообщили, что возвращение флага символизирует начало нового этапа в отношениях между странами. Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Венесуэле Лауры Догу, опубликованном в социальной сети X. А утром 14 марта 2019 года американский флаг был в последний раз спущен над посольством Соединенных Штатов в Каракасе. Сегодня утром, 14 марта 2026 года, в это же время моя команда и я подняли флаг Соединенных Штатов, ровно через 7 лет после того, как он был спущен. Началась новая эра в отношениях между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Мы поддерживаем Венесуэлу. Этапы Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были запланированы на апрель, решили отменить из-за войны с Ираном, которая перекинулась на другие страны Персидского залива. Слухи о возможности такого решения появлялись и раньше. Но сейчас речь идет о сообщении, появившемся на официальном сайте Формулы-1 и в ее Инстаграм. По мнению экспертов, Формула-1 должна была начать грузоперевозки на Ближний Восток в ближайшие дни. Но организаторы посчитали, что гонка сейчас связана с слишком большим риском для участников, зрителей и технического персонала. Также эксперты прогнозируют, что отмененные раунды не будут заменены, а сезон сократится до 22 гран-при. При этом Формула-1 получит большие убытки в объеме более 100 миллионов евро. Именно Бахрейн и Саудовская Аравия платят едва ли не высшее собрание за проведение гонки. Перенос гонки в другое место сейчас кажется также довольно призрачными. Конечно, переговоры ведутся. Но, как мне сказали осведомленные источники в паддоке, скорее всего, календарь сократится с 24 гонок до 22. И по логистическим причинам их не перенесут никуда. А это значит, что фактически апрель станет месяцем без гонок в Формуле-1. Вероятно, это повлияет, несомненно, повлияет на финансовые результаты Формулы-1, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия были двумя городами, которые заплатили значительные сборы за проведение гонок. Но это не будет таким уж большим ударом, как могло бы быть, если бы другие гонки состоялись в других местах. На данный момент остается вопрос, возможно, по поводу ближневосточных гонок в конце года в ноябре и декабре в Катаре и Абу-Даби, которые должны завершить сезон. Это еще очень далеко. Есть еще Азербайджан, который недавно подвергся ракетному обстрелу. И соседние страны, я имею в виду эти три — Азербайджан, Катар и Абу-Даби. Но это еще очень далеко. И на данный момент нет никаких предположений, что они не состоятся.